Весна, друзья, пришла. Наконец-то, в том числе и у нас. Тепло, плюс 10. Вот, все тает вокруг. Да, на природе мокро, местами еще снежок, все тает. Хорошо, красота. Самое то, чтобы получать солнечные ванны. Начинать. Вот. Весь дефицит солнечных лучей, солнечных витаминов, накопленный за зиму, надо срочно возобновлять. Это как минимум очень хорошо влияет на иммунитет, на подъем иммунитета. Опять же, когда находишься на свежем воздухе, заразиться какой-то дрянью значительно сложнее, чем когда ты сидишь в помещении. Даже если ты подхватил какую-то заразу, находясь в помещении, происходит постоянное перезаражение. Ты вдыхаешь, выдыхаешь, трогаешь предметы, вот, наносишь эту заразу на них, потом, значит, моешь руки, потом снова, значит, трогаешь предметы, снова перезаражаешься, тащишь это в рот, в глаза, в уши и так далее. Вот. В помещении это сделать значительно легче перезаразиться. И у любой заразы шансов развиться, когда человек находится в замкнутом помещении, значительно больше. Понятно, да? Вот. Здесь, но если только белка чем-то меня заразит. Надеюсь, не венерическим. Да. Так что вот, опять же, хвойные деревья, они, так сказать, способствуют. Фитонциды, однако, солнце, воздух, да, и прочие вещи, они укрепляют организм. Да. Вот. Как-то так. Ну, а когда кто-то говорит, что, понимаете ли, карантин вводится, ну так в таком случае карантин должен вводиться. Понимаете, если вот я подойду к какой-то даме, скажу, что я вот на ней женюсь, через 5 минут скажу, что я на ней женился, и потащу ее в койку, она будет, значит, возмущаться. Но я подозреваю, она будет права, потому что никаких действий, ни гражданских, ни юридических совершено фактически не было, да? Вот. Все то же самое сейчас происходит, например, с москвичами, когда им сказали, что, господа, мы на вас женились, теперь мы вас будем любить. Вот. А на основании чего вдруг? В законе четко прописано, если вводится режим карантина, в таком случае власть переходит уже не к городским или областным властям, власть переходит непосредственно к санитарным врачам, к медикам, вот, и должны, соответственно, проводиться карантинные мероприятия в полной мере. О том, что вводится карантин, должно быть уже объявлено конкретно. Должны быть озвучены, значит, статьи закона соответствующие. Там, где говорится про карантин. Вот. И вообще, когда в стране эпидемия, соответственно, первыми об этом должны сообщить главный санитарный врач. О том, что в стране эпидемия, мы будем теперь бороться. Да, до последнего живого пациента. Да, вот. Вслед за этим должны выступить медики, например, и сказать, мы готовы там предпринять такие усилия для того, чтобы, значит, как можно быстрее там и так далее и тому подобное. Вот. В том числе, например, там при необходимости поставить на площадях, там, в крупных перекрестках, значит, какие-то палатки с врачами внутри, чтобы любой, у кого вдруг в носу захлюпало, мог прийти и убедиться, что у него не коронавирус. Вслед за этим должны выступить МЧСники, которые должны заявить о том, что они готовы, понимаете ли, эти самые палатки поставить, обеспечить их работу там и т.д. и т.п. Вслед за этим должны выступить, соответственно, МВДшники, которые должны сообщить о том, что они готовы поддерживать порядок, вот, в условиях карантина, не допустить паники. И, соответственно, там должны выступить уже вплоть до военных, если что. Вот. Что из этого было? А ничего не было. Почему? Потому что у нас нет эпидемии. Всего-навсего. Просто ее нет. Вот. Вся вот эта вот шумиха, она абсолютно надумана. По состоянию, что у нас сегодня?
31 марта, город Ижевск. Значит, в Ижевске было в свое время, сообщали сначала о 2 заболевших, потом о еще 2, которые, значит, опять из-за границы вернулись. Итого 2 плюс 2 равно 4. Вот. На сегодняшний день, значит, врачом из инфекционной больницы сообщено, что из 4 заболевших пациентов и находящихся в инфекционной больнице 3 выздоровели, проходят сейчас финальные тесты, значит, на вирус, готовятся, в общем-то, к выписке. Последний пациент, значит, 4-й, получает чисто так симптоматическое лечение, потому что у него все проходит в абсолютно легкой форме, все хорошо. Еще 40 человек, которые были помещены в инфекционную больницу на всякий случай, потому что они контактировали с этими 4 зараженными, болеть отказываются, вот, и находятся просто под наблюдением. Вот, собственно, ну и как бы все, понимаете? Сама врач давала интервью без маски на свежем воздухе. Вот. Соответственно, корреспондентша была тоже без маски. Вот. Интервью происходило на свежем воздухе. Да. Соответственно, я очень хорошо понимаю, если медики начинают одеваться во всякие такие костюмы, значит, надо следовать их примеру. Если военный бежит, то надо бежать, примерно точно с такой же скоростью, но при этом думать, в какую сторону, в ту же, куда он, или в прямо противоположную. Вот. Как-то так. Как-то так. Так что в Ижевске, например, для паники и какого-то ужесточения режима поводов в принципе нет. Значит, на тему той же самой Италии. Что характерно, да, там показывают ужасные кадры, но при этом скачка смертности в Италии нет. Что характерно, когда в Москве, значит, были пожары торфяников вокруг Москвы, да, и Москву затягивало дымом, вот тогда был скачок смертности, смертность резко подпрыгивала, вот, потому что, да, люди с проблемой с сердцем, с проблемами дыхательного аппарата, они умирали от этого дыма. Вот. Скачок был. На сегодняшний день в Москве скачка нету. В Италии скачка смертности нету. То есть все соответствует обычному показателям обычного сезонного гриппа, из-за которого никто никогда никаких мероприятий не вводил и не совершал. Вот. Как-то так. Как-то так. Вот. И да, все это дело, вся эта истерия, она не во всех странах, в том числе не во всех странах Евросоюза происходит. В той же Швеции, Норвегии, например, дети учатся в школах, студенты посещают университеты, вот, кафе открыты, люди там сидят, наслаждаются жизнью, вот, никакой паники нет, и все, в общем-то, соответствует показателям обычного сезонного гриппа, точно так же, как в Штатах. Так что, ребятки, думайте своей головой. Всем пока!